Кругом кружится весело круг. Кружит кругами по кругу. А круглых кругов полукруг. Зло смотрит, завидуя кругу. Как смеет этот круглый круг кружить счастливо по кругу. А круг, хохоча, кругля округлых кругов полукруг, кружит и внимания не обращает. И так круг за кругом, круглых кругов полукруг, стал круглых кругов кругом. А круглых кругов полукруг не понял, как все стало кругом. Такая вот история. Это салат. Он же коверный, он же клоун. Певец, исполнитель. Это можно бесконечно. От руководства нашего и вашего художественного цирка, а также от всего коллектива в общем. Спасибо. Любим тебя все. Любим все! Не очень. Поздравляем мы тебя с днем рождения, Митька. Петька. Он налился сколько С сил. днем рождения. Спасибо. За безумие. И за шишки. Безумие. Немножко пролил, доедет. Ну, ничего страшного. Контракт. Чего вообще не устраивает? Кинзу не любишь? Поеду. Ну все, я поеду, не обижайся. Пожалуйста. Я обижусь, с тобой не буду разговаривать больше никогда. Вот честно. Да ты не сможешь не разговаривать. Давай мы нальем тебе, и тебе будет повеселее с нами. Видишь, и ты понимаешь, что типа, оно ж не в свою тарелку. Ничего страшного. Давай по-трезвому будешь на свою тарелку. Мы тебе другую тарелку поставим. Хочешь, я стеклянную тарелку принесем? Будешь белая ворона. Давай, я жду твоих песен. И давай, присаживайся. Присаживайся. Получилось. Мне отдай чуть-чуть. Это у меня все чуть-чуть. Ну, блядь, есть что. Ну, прости. Ну, прости. Як ты видела? Сильно понравился? Ну, не сильно, но мало. Не знаю, да и разнимать. Ты я ж видел же шито. А в комнате ты видел? Сначала в комнате, там Коля зашел в комнату. Ты Витя. переживаешь по этому поводу? Не. И это наблюдаю примерно 5 лет. Из своих 10. Не переживай, все будет хорошо. И это Раз, за два, три, четыре, пять. алкоголь от папы. 4, 5. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, раз, два. Раз, 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 два, три, четыре.
Смотри сюда. Отправлял меня на переговоры к великану. Великаном? Ну, они как будто карие. Сказать, найти их Карие можно желтые. не маленькие. Ой. Я пытался убедить их присоединиться к нам. Ой, классно. Двухэтажный. Там еще холодильник стоит. Большой. Там 2 раковины. Господи, хочу. Стенки раздвигаются у них. Ну, такие Кемпинг. стенки. Там много кроватей. Я хочу такой. Если он продается. Всё уже не купишь как. Почему? Привезут из Америки вместо тех в России. И ждем, пока везде Россия станет. Что? Ждем, пока везде Россия станет. А не стало ли? Хочу. Не надо гнать на Зайцева, нормальный мужик. Он когда ресницы красит, рот не открывает. Ну так. Нормальный такой. Мужик сидит, морду красит. Это мало. Выходите на улицу. На каруселях вы можете кататься перед началом представления, в антракте и после представления. Воды дядь Символ 2023 года – это кролик. Покупайте цирковых пушистых танцующих кроликов. Здесь на галерее мы подаем кроликов. Символ 2023 года на камеру.
Поехали. Ну как здесь народ нормально пошел? Да, хорошо, прям вообще. Хорошо, много Вообще народу молодцы, было. молодцы. Первую неделю было очень плохо, конечно, до представления. Ну, одно представление было. Потом бах-бах, и понеслась все хорошо. Молодец, я сыночка, забыл, как молодец. ее Молодец. А я еду уже в Аксай. Давай, доброй ночи, сыночка. Да. Ну, Аксай для меня страшный город, потому что... Аксай для меня страшный город, потому что... Мы там работали один раз. Ну, при мне такого. Один раз. Что там Ну, страшно? хуево было. Не, ну почему? Ну когда этот же там только открылся этот рынок, там еще ничего не было, пустое здание было. Сейчас уже приедем. Упали первые тяжелые капли. Упали. Первые. Моня. Я опять пришел. Да, Ир, смотри, каким я почерком пишу. Пол клетки. Правильно. А ты что это такое, как курица лапой? Это пельмени. Да, повар? Где? Да, любит огромные пельмени. Это маленькие. Я знаю. Мы же А делали, ты любишь огромные. вот такие вот. Помнишь, мы делали с тобой? Я помню. Я помню. Ты чё? Бури давай. Не хочу. Давай ты завес меня. Будешь на нем вертеться. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук.
В Одессе раньше говорили именно словесностью своей. Своей именно словесностью. А они говорили такими словами, которых нет нигде. Мы все там говорим на русском, просто на русском языке. Но проскальзывает вот это вот... Оно, наверное, запало где-то или с рождения, или по ветке пошло. Чуть-чуть есть... вот чуть-чуть какое-то произношение другое. То есть, ну, не такое, как обычно. Не такое, как привычное всем. Вот. Даже политика была построена не так, как у всех. Там разрешалось то, ну, крепостным, всяким разным, разрешалось то, что не разрешалось в других областях. Ну, портовые зоны всегда там, в принципе, чуть больше свободы почему-то. Ну, то есть, у нас портовые зоны в России много. По-моему, нет, смотри. Ты можешь себе представить? Один с морей, очень много. Это ни у кого такого нет. Ну, земли ни у кого столько нет, это правда. Это да. А сейчас мы еще чуть еще поднатужимся, и у нас будет еще круче. Будем ждать и надеяться, чтобы поскорее. Есть такой райончик, у нас Комендерский район. Есть такое село Семигоры. Вот, я оттуда. Короче, ментовка меня готовили. Быть ментом, да, быть ментом. В полицию, все дела. В тех годах была милиция. В милицию, все, готов быть. Дела отучись, все будет хорошо. Ну, что, я отучился. Ничего толку. Одноклассникам пацанов дофига. Человек 15, грубо говоря. Одни охраняют, другие сажают. То есть менты и на зоне работают. Ну, в тюрьме. Как бы охранники, там, то. И я не хотел. Короче, одним словом, получилось так, что, ну, то, что отучился, все дела. И меня в это время призвали в армию. В 4-м году, что ли? 4-м или 3-м, не помню уже. И все, я ушел в армию. Потом думаю, то, что да нафига возвращаться? Ну там кабала, ну опять-таки. Ну а тут не уйдешь, одним словом. Из армии? Нет, наоборот, села, вообще с менты, там все дела, там. У нас, по-моему, были родственники. Не, говорю, не хочу, я подписал контракт, короче, и уехал в Чечню. И слава богу, то, что я туда попал, потому что мало ли кем я был. Нету нихуя пиздеца никакого. Откровения звезд. Вся правда о болезнях звезд. Пиздец. Журнал тайн звезд. Журнал тайны звезд, блядь. Ретро. Охуеть. Журнал Звезды и Советы. Спецвыпуск. Охуеть, блядь. Газета Откровения звезд. Газета Откровения. Пиздец. Где хоть одна буковка Z, блядь. Хоть одна. Хоть одна буковка Z.
Поехали дальше. Оу, yes. Мобилизация, долг или наказание? Трудоустройство и переобучение 510 человек. Юридическая помощь 3400 консультаций. Оформление государственных услуг 3300 консультаций. Выполнено запросов 95% родственников мобилизованных граждан. А говорят некоторые люди, что мы живем в Мордоре. Это громко. Это громко. Блядь, не попадаю вообще. Подожди, громко. Я не попадаю. Да хуй не попадаешь, громко, блядь. Громко, блядь, говорю. Ну тебе серьезно говорю, гитара уже не то время, нахуй. Ну серьезно. Просто блядь. попиздим. Мить, Просто громко поговорим. ну, спокойно поговорим. Гитара уже не то Ну время. громко. Гитара уже не то время. Че смеяться, время уже 12 час. Че ты, ебать? Не надо доводить до Иру, он нахуй в Чечне воевал, в пизду его нахуй. Ну нахуй, убьет нас нахуй здесь всех троих. Гранату вам закинет нахуй. Да. Не надо доводить человека до греха. А нам до смерти. А мы в Сыр сейчас пойдем петь. Приехал в Чечню, я был старшим радиотелеграфистом. Это секретная связь, все, но вот так вот получилось то, что мою машину списали, и я пошел в РОП. В РОП. Рота огневого обеспечения. РОП. Я стал пулеметчиком. Ну, было движение, короче, конечно. Мы стреляли. Ну, походил или медведь, или косули бегали. Ну, мало ли. Кто его знает. Скорее всего, животное. Я думаю так. То есть ты не знаешь, убивал ли ты кого-то или нет? Я откуда знаю? 3000 километров. 3 километра я могу бить спокойно. 2 километра могу спокойно стрелять. Я лицо не вижу никого, кого убиваю. Сладкая сахарная вата, которую все называют. Сладкая сахарная вата. Сегодня у вас в гостях артисты легендарного цирка Александра Франкони. Смотрите и восхищайтесь.
наверное, с села пошли уже где-то человек 25. Походу возраст 40-45, пока в списке нет, но говорят, на следующей неделе еще будут призывать, короче, им слово. Я сказал: пап, привет, я понял тебя, а так все нормально, все хорошо работает. А кого хоть призвали? Ну, он написал то, что кого знает. Вот они, соседи наши. О, я такой: ох, ладно, хорошо. Ну, а что делать теперь? Увидим с ними. Потому что, мало ли, сейчас на следующий день меня призовут, сейчас уедут в цирк. Конечно, не хотелось бы очень сильно, но а что делать? Долг зовет. И я из Чечни не убегал, когда подписывал контракт. Ты согласен с политическими действиями, которые как бы сейчас у нас... Да, не политическими действиями, даже могу сказать, который идет специальная военная операция. Да. Да. Ты с ней полностью согласен? Да. А если бы ты, например, с ней не был согласен, ты бы долг этот отдавал? В смысле не был согласен? Ну, не знаю, так случилось бы, что ты не согласен с... Я даже не считаю так, потому что не праву так думать по-другому. Короче, ни слова. Сейчас нельзя говорить, кто прав, кто не прав. Это потом скажут, когда все закончится, кто виноват, кто не виноват. В дальнейшем. Мне так кажется. А в данный момент наше дело правое. Правое и правое. Как будто бы такие действия, они должны быть супер оправданы, как будто бы не должно оставаться вопросов, знаешь, о том, кто потом куда-то будет. Оправданно не будем мы никуда. Тем более я не буду оправданным. То есть ты готов взять на себя ответственность за те действия, которые потом могут оказаться неправильными? Ну, мало ли, да. А вдруг я не буду? Не буду его полностью вообще. Но сейчас мы с тобой говорим, сейчас я уеду на следующий день. И все, например, все, ты про меня не услышишь, не увидишь. И не будет такого мира. Да, скоро там все пойдем. Чё суетиться. И поэтому не суечусь. Не надо никуда лететь раньше времени. Я думаю, чё мне голубой, желтый, голубой, желтый. Где у этих пидорасов какой вверху? У этих пидорасов какой вверху? Голубой или желтый? У меня был выбор: либо пойти в монастырь, либо пойти в частную компанию, либо поехать волонтером, либо поехать с цирком. Я поехал с цирком. Потому что тут тоже своеобразно. Лучше, конечно, надо было идти в монастырь. Там спокойнее. Суеты там нету, я надеюсь. Хотя не поздно никогда пойти туда.
Вообще, ну, я придерживаюсь той мысли, что человек в конце уже, ну там я имею в виду, не прям уж атомный больной весь, а вот, ну там в силах, вот, должен, конечно, пойти туда, в монастырь. Типа потусил, пора и грехи-то отмолить. Те грехи, которые вот у меня сейчас, которые я понимаю своим разумением, это детский лепет по сравнению с теми грехами, которые люди делают. Да и идиот. Что-то Олег орёт. Ты меня снимаешь? Всех. Памяти хватит еще на 6 часов. А батареи на 5 часов 26 минут. Запихается. Я Дед Мороз, Ты уже не слегка поддатый, блядь. Ты уже нормально поддатый. Сейчас сделаем камеру повыше. Вот так вот. Привет. Я сейчас, наверное, сделаю прерывание съемок. И, скорее всего, включу тогда, когда будет фигня, которая возит Никар, который автоматический, вот которым красный, типа самокат красный. Тогда я и, наверное, врублю. Ну ладно, так. Ладно. Пока-пока. Здорово, хороший. А сколько будем ехать? А лебедку мы оставим, да? Ну а куда мы ее будем грузить? Если мы здесь остаемся на следующий сезон, то да, оставляем. Берем только зимние вещи, все необходимое только. Желтые травы, один королевства. Алиё, привет. Что делаешь? А я сижу, с тобой разговариваю. Его перелом таза. Вот этого я так и не поняла. Но он говорил, он упал, его чем-то придавило, как будто бы. Походу. Каром. Это погрузчику. Ой. Походу. Потому что меня там не было, я не знаю. Да. Когда цирк собирались,
Мы уже уехали. Сегодня ездили к нему. У него синяки, швы на пузе, капельницы к почкам. Потом в реанимацию положили на 2 дня где-то. Потом перевезли в палату вчера. Сегодня ездили воду, еду. Уберечь от обстрелов. Танцевать реально вообще центр поддержки, как работаем. Какая-то жесть, слышишь? Прям жесть лютая. Я выдержки читаю сейчас, короче, которые налеплены. Какой-то мы скоро все умрем. А по сути же так и есть. Но я имею в виду, что по сути сейчас же все так и происходит. Такая экспрессия. Надо сверху кофем пройти. По бумажкам. Крутить. Сворачиваюсь. Вот можешь уже подходить. Я вот так хожу. Смотреть сильно тоже не надо. Ничего. Блин, ну мне, наверное, эту штуку держать надо. Да. Так, Александр, надо высоте. А Давид как делал? Выше. На колено? Тоже, да? Просто монету не сделал. А, давай теперь вниз, я понял. Я кручу, да? Да. Чуть-чуть можно будет, когда я закручиваться буду, чуть-чуть придержать прям. Ну как придержать? Чуть-чуть натянуть. А, натянуть? Чуть-чуть поменьше. Я кручу, да? Да, до конца. Да и все, и нормально, да. А потом мы опускать будем, мы зацепим сами. А он опускает именно отстегивает сразу, да, или? Когда опускает? Или отстегивал потом? Да потом он вроде отстегивает. Исаак, когда отстегиваешь? Лонжу. Когда спускался? Идет круг, приходит лонжа, опа, высоко. Еще кружочек где-то, и все. Ну извини, Даир тоже, мне кажется, сразу, блядь, не вот так вот он делал. Ну, конечно, не сразу. Потом уже, когда привык уже, блядь, вот так он Что я там делаю, я там поздаю, я Ну завтра, если что, пойдем еще, чтобы я все спокойно переговорил. Не говори, я вообще, я с этой шторкой, я, блин, завтра такой натуплю, я тебе говорю. Это сейчас еще более-менее нормально, а завтра я буду исполнять. Я сам боюсь, что я исполнять не смогу. Ты взял его, только не через палец. Да Через я палец понял.
с хайраки сломал, блин. Ну, понял, что просто кулак. Да, вот так кулачок взял, вот так, дын, вышел. Ну, не поставил. Я тебе покажу сейчас. Ну, ты знаешь, да, примерно? Да, примерно, прям по манежу я знаю. Ну, сейчас ты иди переодевайся сам. Дорогой мой друг. Вот, да, и смотри, чтобы наверху ничего не зацепил. Ага. Зацепишь, сломаешь, все, хана. Да, вот как ты ее взял, короче. Смотри, какой прикол. Ты как ее взял? Тебе надо, чтобы она здесь была. Вот эта пипочка, да, она чтобы здесь Сбоку. с правой стороны, чтобы, да. Вот так. Так, я же не знаю. ставишь там. Ты ее отставляешь в бок. И ты знаешь, когда забрать. Да, конечно. Всё. Когда ты Я же не вижу. Не, я знаю. Я Я сзади смотрел, не вижу, что я знаю. Я до Юры объяснил раз, он сделал и все. Все отлично. Так, теперь слушай, по поводу мечей. Еще что-то я должен Коле еще помогать. Что-то. Да нет, там я вынесу кольца. Ты израишь, типа, блядь, чтобы ты кольца выносил. Вообще, походу, у нас примера будет сказочная. Прям. Не, главное, примеру не запозорить, но. Ну, это главное, но она будет сказочная. Блядь, да и умер. Голова то ли кружится, то ли болит. После того, как мама домой зашла, я еще не знала, что Давид умер. Даже неизвестно из-за чего он разорвался. И мама сказала, это может быть от нервов. Алкоголь. Это все алкоголь. Он портит человека. Добрый день, дамы и господа. Добрый день, уважаемая публика. Здравствуй, Ростов-на-Дону. Ой ты, Господи Боже, как это все пережить, а? Не знаю вообще. Дорогие друзья, сегодня все представление вам в свой талант и искусство дарили артисты легендарного цирка Александра Франкони. Мы не прощаемся с вами. Мы говорим вам до новых встреч. Спасибо.
Программу вел и управлял Николай Виноградов. До встречи. Разрыдались прям в манеже, блядь. Идиоты, сука. Козлы. У меня Даир во время работы прошел мимо меня. Вот, прям вот я работаю, и он идет по манежу. Прикинь. То ли допился, я не понимаю, что происходит. Все у вас нормально было. Да их что, блядь, не отпустили, они уже все уходят. Ну у вас что-то команда меньше стала, по-моему, до этого больше было, да, народу? Нет? Еще один человек. Или еще один только этот, как, кореец, да, был? Давайте, пацаны, удачи вам. Все, счастливо, ребят. Удачи. Ну, как? Да, жизнь не малина возможно. Ну, ты скажи мне, что за песню я должен был... Порнофильмы. А, да. Соскучился. Памяти Даира посвящается. Ракета летела, да? Самолет. Ты вот эта ракета не брось. У нас тут была тревога. Волдысная тревога. Пацаны мимо летят. Играют.
Ракеты мимо летят. Мимо летят ракеты. Давай манга-манга послушаем. А пуля летит. Как она, блядь, это Пуля летят, пуля. Родился в городе Львов. Такой замечательный, абсолютно никакого не имеющий отношения к Украине города. Это был город, насколько я помню, польский. Очень красивый. Никакой украинец в этом мире не вложил в него ни пяди своих усилий, чтобы его построить. Моя мама русский человек. Очень русский. Больше русский, чем вы русские все. Вы даже не можете представить. Человек, который родился в Москве, и, в общем-то, может казаться коренным москвичом, в общем, всю жизнь проживший как будто бы в изгнании, я думаю, заслуживает большего. Чего он заслуживает? Вернуться к себе. И я ее приближаю. Но я ее усадил на одно место, и ей кажется, что это рай. А я хочу ей показать еще рай. Но она сопротивляется, говорит, что этого рая ей достаточно. Она сейчас в Одессе. Да. Под Одессой. Под Одессой. А, кстати, мама, ты видела снег на улице? Снег, снежок, белая метелица, идем за мной. О, тут снег, тут бело. Царь горы. Ну что тебе сказать? Есть у нас новости. Гуревич собирается продавать цирк. Мы заканчиваем здесь. Даже приходил покупатель. Уже смотрел, все ходил. Но хочет взять цирк вместе с полпрограммой. Ну как полпрограммы? И новый директор нас навряд ли возьмет. Почему? Потому что у него жена гимнастка, а у нас 2 воздуха с мамой.
Ты расстроена? Да. Ты бы хотела здесь дальше работать? Да. И Юля тоже хотела. И Коля, скорее всего, тоже. Виноградов. Все. Все хотели, конечно, остаться в этом цирке при нынешнем директоре. Но Мама сказала, там что-то с уголовным делом тоже могут завести. Из-за чего? Из-за несчастного случая. С Даиром? Да. Как развязать-то? Думаешь, поэтому продают? Скорее всего. закончил наш директор цирковую деятельность. Устал. А он устал. И куда ехать-то неизвестно, кто маму крутить-то будет. Ну, кто-то, я думаю, поможет, наверное, да? Кто? Ну, в новом цирке какие-то сотрудники тоже. А в каком цирке-то? В каком? Тоже пригласили? У нас какие-то непонимания есть с ведущим, так что вы вроде должно было она, а он что-то другое. А может мы нон-стопом пойдем сразу? Раз, два, три? Нет, это уже будет как будто корпоративный какой-то день. Это Новый год. Просто мы до Нового года успеем, да, все. Уже можно расслабиться. Не, но мы все равно хотим сейчас. Да, вы сейчас проходите и успеваете, но они не успевают. Или успеют? А? А им куда ехать, да? Ну что, дорогие друзья, давайте встретим бурными аплодисментами эквилибр на вращающемся столе. Аплодисменты! Аплодисменты! Блин, а где вторая досочка? Завтра, мам! Я говорю, где вторая? Что вторая? Побежали! Цинично используют для ослабления и раскола России. Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать. Военнослужащие России, ополченцы, добровольцы сражаются сейчас за родную землю, за правду и справедливость, за то, чтобы гарантии мира и безопасности для России. А есть прямой эфир или запись? Включай быстрее первый. На первом же показывают? Да. Где штопор? Какой штопор? У нас есть штопор. Ну, я открою. А наша борьба за себя, за свои интересы, Ты из какого будешь? за свою Да, из помощь, этого. безусловно, служит вдохновляющим примером для других государств.
подарить то, о чем они мечтали. Увидеть Сегодня восторг, по-другому. почувствовать, как Сегодня трогательно солдаты. благодарны за наше внимание родители, старшие поколения. Они умеют ценить эти зорницы счастья. Ради будущего нашей единственной, любимой Родины. С Новым годом, дорогие друзья! С Новым! С Новым годом! 23-м годом! Нифига себе. Все, поехали. Аккуратно! Что аккуратно? Закрыла я тебя, да? Хлопнула. Ира! Сигнальная ракета. Это сигнальная ракета. А нафига? И просто было у кого-то, видишь, он выстрелил. Давай, пока счастливой дороги. Уезжает. А клоун уехал? Нет? А, ну понятно, алкоголь дает, действует хорошо, да? Говорю, что я набираю где в марте, а там в марте приеду, я после этого нахуй не нужно? Ты едешь, блядь, по дубабе нахуй. Ты едешь в наушниках, что ли? Нахуя не? Блядь, Олег Пуёв уехал. С другой стороны, они
не позволяют увидеть хоть что-нибудь там. Ночь. Ночь. Снова поезд. Колеса. И близится рельсы, Куда-то идут. Снова поезд. Предполагаю, опять не заснуть. Снова поезд. Сегодня на север, завтра на юг. Снова поезд. Замкнутый круг.